Привет всем! В этом видео я расскажу, как в принципе, в домашних условиях можно приготовить неплохую пропитку для кожи на восковой основе. Уверен, большинству известно, насколько сложно и трудоемко наносить натуральный воск на кожу и хорошо им пропитать наши изделия. Изначально, получается, нужно натереть кожу, потом равномерно растереть сам воск какой-то тканью по коже, потом применяют фены, то есть разогревают это все, чтобы воск лучше впитался. И уже после того, как воск застывает, он оставляет еще, остаются как бы остатки, такой налет на коже, его нужно снимать, натирать, как бы полировать, и после этого получается такой, как бы конечный результат. При этом еще бывают моменты, что после высыхания на самом изделии выступает такой белесый налет. В общем, такой не очень получится хороший результат и не очень предсказуемый. В общем, на самом деле это средство как бы достаточно доступное и оно натуральное, поэтому было бы круто использовать именно подобные материалы в своей работе. На YouTube нашел видеоролик, где человек готовит как бы средство финишное для кожи. Он плавит воск, смешивает это все с касторовым маслом. В данном случае мы тоже его будем использовать. Это рациновая олея на украинском. И получается такое более податливое средство, которое легче наносится, но хотя все равно как бы требует дополнительных усилий в плане того, что его тоже желательно как бы подогревать, чтобы оно впиталось. Я себе изначально, конечно же, сделал по тому рецепту. Вот у меня получилась такая баночка. Средство все равно застывает очень сильно и как бы его проще наносить, но не настолько. Вот. В общем, я от этой идеи отказался. Вот оно у меня стояло без дела, не задействую в своей работе, потому что все равно это достаточно сложно. Проще применить какие-то уже готовые финиши и не заморачиваться над этим. В недавнее время перешел я на работу с кремообразными финишами от Kento Farben. И пришла в голову мысль, в общем, там же тоже получается в этих кремах есть воск, но эти крема, они не застывают до такой вот степени, как получается данное средство. Просто решился ради эксперимента, так как уже воска купил и никуда его не применяю, ради эксперимента увеличить процент в этой пропитке, процент касторового масла. Вот, с той мыслью, что получается наш конечный продукт, он будет более жидким. А если будет более жидким, то естественно его применить будет более проще. Значит, в первом случае, чтобы добиться вот такого вот результата, здесь смешивалось в пропорциях 5 грамм воска и 30 грамм касторового масла. Получается все равно достаточно твердая такая застывшая масса. Так. В своем же случае я взял те же 5 грамм воска, но касторового масла уже добавил 50 грамм. Вот получается здесь вот такой пузырек. Они есть и в больших бутылочках. Вот это вот у меня получится одна порция.
То есть выходит, что до этого ну, чуть больше половины доливали мы, а сейчас на 5 грамм воска выливаем полностью всю бутылочку. Средство, оно застыло, но при этом, если вот так присмотреться, оно такое все равно жирное и ну, выходит как крем, да, вот поверхность. Значит, что это нам дало? Выходит, что вот этот вот такой жир, его нанести на кожу намного проще, вообще не нужно никаких больших затрат усилий, то есть наносится без проблем на большие поверхности, примерно, ну я там вот, допустим, длинная ременная полоса, ну это занимает считанные секунды, чтобы ее покрыть этим средством. Плюс очень хорошо впитывается в кожу, не нужно ничем подогревать, так как эта масса, она более жидкая, все кожи, у которых поры не закрыты, без там, сильного такого финишного покрытия, да, вот, они все отлично впитывают это средство, и не нужно никаких дополнительных подогревов. Вот, то есть тоже мы как бы экономим на этом всем время с нанесением. В процессе тестирования это средство как бы не дает там таких побочных эффектов, то есть нету проступления на коже белеса вот этого налета, который бывает там после воска, к примеру. Вот. Ну, по крайней мере, я на своих кожах, на своем изделии я этого не заметил. То есть сейчас как раз вот получается тестирую эту пропитку, и пока что ничего такого замечено не было. Выходит, мы наносим это все на кожу, даем подсохнуть, часть впитывается, часть остается на поверхности кожи, там небольшое такое матовое какое-то такое покрытие, которое мы потом или протираем тканью, или же можно какими-то шерстяными материалами, натуральной шерстью вот натираем. Поверхность на ощупь выходит такая вощеная, при этом не липнет, то есть вот в таком состоянии на коже это средство оно не остается. Получается достаточно хороший, ну как бы даже можно использовать как финишное средство. Кому понравится эффект, к примеру, вот нанесли на кожу и нравится такая поверхность вощеная, то можно оставлять изделие с таким покрытием и не применять больше никаких финишных средств. Вот, значит, что заметил, есть кожи, у которых уже, я так понимаю, закрыты поры, тогда это средство, оно остается все на поверхности, остается этот жир, оно очень долго высыхает на поверхности кожи. Ну, это единственное, в общем, что данное средство, его не стоит наносить уже на коже там, с каким-то финишем. Все остальные кожи подходят для работы. Вот, и я сегодня покажу, вот взял несколько таких образцов. Это растишка чистая, без каких-либо там прокрашиваний. То есть покажу, как ведет себя данный крем на чистой растишке. Это растишка, которую я применяю в своей работе. Шью с нее кошельки. Вот она уже с каким-то финишем, но при этом она впитывает воду, поэтому и средство это хорошо ложится. И это как бы еще в начале работы я купил себе несколько кусочков Crazy Horse. Вот, как бы с кожей с этой не работаю, но покажу, какой интересный эффект дает данное как бы, средство и на кожах такого вот хромового дубления. Ну что, сейчас, в общем, принесу
сюда для тестирования немного воды. Нанесем это все, покажу, как выглядит кожа после нанесения, как это все можно заполировать и, в общем, конечный результат, как это все работает. Еще несколько слов скажу о самом процессе приготовления. Упустил этот момент немножко. Значит, для приготовления такой вот смеси нам нужно воск натуральный пчелиный. Он продается на рынке или в специальных магазинах. В общем, я покупал на рынке. Есть у меня кухонные весы. Взвешиваю 5 грамм воска. Если весов нету, воск еще продают вот такими вот частями. То есть его отливают, режут. Чем удобно. Зачастую продают его на вес. Вот в этом кусочке 20 грамм. Нам его можно поделить на 4 части. Каждая из них будет примерно по 5 грамм. И использовать уже эти кусочки в своей работе. Сразу как бы советую не плавить там 20 грамм, не делать большие объемы такого средства. То есть изначально сделали одну порцию. И потом потестировали на своих изделиях, на той коже, которая есть у вас в наличии. Если вам результат нравится, тогда можете уже там колотить килограммами это все. В общем, ну, с другой стороны, если вам не понравится применение этого средства, то вы как бы много ничего не потеряете и больших затрат в это все не вложите. Так, потом нам нужно касторовое масло. Как я уже сказал, есть бутыльки и побольше. Ну, вот это как бы на одну порцию. Я покупал вот такие вот по 50 грамм. На украинском рыцинова олия. Еще как вариант можно смешивать это масло. Там есть арома масла. Ну, это уже как бы тема для размышлений. То есть можете экспериментировать. Получится там, допустим, у вас эта пропитка с каким-то запахом приятным. То есть это все можно тестировать, смотреть и выводить. Что самое интересное, можно вывести просто свою пропитку, допустим, там, с запахом кофе, и ваши изделия будут вкусно пахнуть. В общем, это все такое по желанию, есть где разгуляться. Потом нужна емкость, в которой мы будем это все варить, желательно металлическая, и кастрюля. То есть готовится это все на водной бане. В кастрюлю набирается немного воды, помещается туда емкость, в которой будем готовить саму пропитку. Это все разогревается. Когда вода закипела, ложим сюда воск. Он плавится. Нужно, чтобы расплавился до жидкого вида полностью весь. И потом уже добавляем, выливаем сюда касторовое масло. Когда выливаем, получается, воск он как начинает сразу застывать. Поэтому, когда выливаем, нужно помешивать это все. И по итогу желательно все так вот размешать до жидкого состояния. Когда это все размешали до однородной массы, вынимаем нашу емкость с будущей пропиткой и выносим куда-то, ну, даем ей, в общем, застыть. После того, как она остыла, вот она будет, ну, примерно вот такой вот. Такая жирная будет. И все. Дальше можно ее применять уже на своих изделиях, тестировать на коже. Наношу я данное средство. Вот такую вот приспособу сделал. Старые штаны разрезал на кусочки. Сюда вкладываю вату, чтобы она лучше как бы впитывала и держала в себе средство. Вот. Ну и это все обычная резинка для денег обмотал. То есть получилась такая приспособа для нанесения. Еще, значит, вспомнил, что у меня есть краст хромового дубления. Когда-то брал
на пробу, чтобы понять, как с этой кожей работать. Вот поэтому вот 4 образца будет кожи, на которых я покажу вообще, как это средство в общем применяется. Так, первые образцы, сразу скажу, первые образцы я запорол, начал их полировать мехом, который там был с ворсом, посыпался. В общем, это все осталось на коже, загрязнило. Я вот нарезал новых образцов. И сейчас на них уже буду наносить это средство. Наносим все просто. То есть вот набрали нашей пропитки. И все. Там, где наше средство оно нанеслось, получается, кожа она будет темнеть. Это с любой кожей, то есть все кожи, которые обрабатываются, ну, получается, этой пропиткой, они немножко темнеют. Касательно самой растишки, естественно, она вот поменяет цвет. Для тех, кому нужно средство, которое не меняет цвет кожи, цвет изделия, данное средство не подойдет. На вот кожах растительного дубления я видел один мастер, он уже сшил кошелек полностью, вот с чистой растишки, сшил кошелек, а потом обрабатывал костным маслом. Его намазал, оно изменило цвет и получилось, ну, как бы он в таком натуральном виде его и оставил. В данном случае тоже можно перед изготовлением изделия вскрыть кожу этим средством. Кожа она вот так вот потемнеет, ну и будет в дальнейшем, в принципе, такой цвет, светло-коричневый. Тоже все зависит еще от того, какой воск используют. Они могут быть более темнее, тогда ну, и оттенок у кожи будет потемнее. Так, это растишка. Потом еще вот у меня растишка, которую я на кошельках своих использую. Она уже с каким-то финишем. На влагу впитывает. Чтобы понимали, там, где мы нанесли, оно такое дает определенный блеск, жирность. После высыхания будет матовое, такое матовое, еле заметное покрытие. Так, наша Crazy Horse. С этой кожей я не работаю. Сейчас очень она популярная, потому что в большинстве случаев мастера с ней почти ничего не делают. Как бы ну, ее не нужно обрабатывать, просто берете, нарезаете и шьете с нее. Даже некоторые там торцы не полируют у этой кожи. Crazy Horse очень заметно темнеет при нанесении этого воскового покрытия. И оно так и остается темное. Ну и краст. Еще одна рекомендация. Обильно не наносить это средство. То есть вот протерли, и этого будет достаточно. Потому что чем больше мы его нанесем, тем дольше оно будет сохнуть. Мне кажется, лучше нанести сначала тонкий слой, подождать пока высохнет, протереть и потом еще, допустим, добавить еще один слой, если, к примеру, эффекта будет недостаточно. Теперь даем высохнуть и уже смотрим конечный результат. Образцам дал подсохнуть где-то около получаса. Значит, жирность, которая была изначально, она пропала. Масло, оно частично впиталось, частично как бы испарилось. Вот. Если дать еще больше просохнуть, то на поверхности кожи останется такой белесый налет.
то есть частично воск, вот он останется, не впитается. Значит, ну это в принципе на всех кожах так, но на вот это именно оно более явно выражено. То есть когда первый раз я скрывал эту кожу и оставил ее там на несколько часов подсохнуть, то она прям стала такой матовой. Ну и вот этого состояния нам будет достаточно для того, чтобы показать само действие этого крема. Протру я обычной тканью, вот, с тех же штанов, что вот и делал инструмент для нанесения. И в конце немножко полирну таким вот шерстяным кусочком. Это распустил перчатки зимние. Итак, приступим. Сначала наша растишка. Как видим, то есть цвет она до изначального не изменила, стала темнее. Вот. На ней будет плохо как бы видно, что происходит. Вот. Сам результат. Единственное, видно, что она потемнела. Вот. Ну, может вот так вот немножко видно, что она чуть-чуть бликует. То есть сам воск на поверхности, он еще оставляет этот небольшой такой глянец на коже. Вот. Дальше эта растишка. Ну, уже в принципе сейчас видно разницу. То есть здесь у нас более матовая поверхность, а здесь такая стала как бы вощеная, вот по ощущениям тоже достаточно приятная на ощупь. Плюс сейчас не знаю, что-то изменит или нет, но я еще их натираю таким мехом. Вот. Ну, разница видна. Crazy Horse. Что происходит с ней? То есть, если вот здесь она такая более бархатистая изначально, то там, где мы наносим воск, она становится более гладкой. Вот. И краст. С крастом тоже я отказался от работы. Хромовое дубление мне не нравится кожи, как они себя проявляют в работе. Так. Ну уже получается, коврик тянет, пестрит, и камера постоянно на него перефокусируется. Следующее видео уже буду писать без коврика. В общем, что происходит с крастом? Та же ситуация. То есть он начинает немножко, ну если вот здесь он такой, хотя и здесь есть такая немножко, ну в общем он матовый, и появляется у нас чуть-чуть глянца, то есть воск, он
создает свое покрытие. Сейчас я уберу этот коврик, чтобы камера фокусировалась, и продолжим. Самое интересное в этом средстве, это не то, что оно там изменяет цвет и добавляет вот какой-то такой глянцевости, там, вощености, хотя и это хорошо. Эта пропитка, она дает еще защитные свойства кожи, в частности от воды. Но не так, как обычно у нас вот, тестируют эти финиши, что ложат образцы, покрыли средствами, накапали и ждут, пока вода высохнет. Сколько я не встречал финишных средств, кроме воска, там на 100% кожу ничто не защищает от влаги, от проникновения влаги. То есть особенно на кожах растительного дубления. Есть кожи, допустим, то есть я не беру кожи во внимание, которые изначально идут там с лаковым покрытием, к примеру, с какими-то, ну я не знаю, специальными финишами, то есть изначально идут из завода. То, что вот наносится в домашних условиях мастерами, зачастую эти средства, они как бы обладают водоотталкивающим эффектом, но при этом они все равно со временем, если долго вот капелька находится на коже, со временем они все равно впитывают эту воду и как-то видоизменяются, или там появляется, остается пятно, или как-то поднимается там слой кожи. Ну, то есть на 100% никакое средство от влаги не защищает. В данном случае я просто продемонстрирую, что в моем понимании водоотталкивающее свойство. Это растишка. Если посмотреть, то, допустим, я сюда капнул, и мы видим, что она сразу потемнела, то есть она сразу же впитывает воду. И капаем на то место, где мы уже нанесли наше средство. Вот. Мы видим, остаются капельки, и они скатываются, а вот здесь, где нету средства, вода уже впитывается. Ну, как, в общем, как показала проверка изначально, если вот эти капельки вот оставить, то через какое-то время они все равно впитаются. Даже сейчас вот видно. То есть, как бы есть небольшой защитный слой восковый, который отталкивает воду, не дает сразу впитаться, но при этом со временем все равно, вот именно в растишках, просто у меня не было других кож протестировать, но на растишке, ну, как бы все равно вода впитается. Так. То же самое на Crazy Horse. Вот. Она изначально как бы воду впитывает, вот вода цепляется. Вот. Здесь же выходит, что ну, если вот так вот может будет видно, то есть вода скатывается. Скатывается, и тот же самый эффект, то есть капельки остаются, допустим, и сразу можно там протереть. Но вот в этом месте вот, вода будет больше впитываться. А здесь протерли, и как бы ничего критичного с нашей поверхностью не происходит. Данная кожа у меня, она изначально идет уже с каким-то покрытием финишным. То есть, если ее намочить, то лучше мочить с изнанки, потому что вот отсюда она воду впитывает, здесь есть какое-то покрытие. Воду она как бы и так отталкивает. Вот как мы видим, получается и здесь вода скатилась. Но чем мне нравится данное средство на вот этой вот коже, просто сами ощущения от кожи, вот они становятся более приятными, потому что вот этот эффект воска, он присутствует.
И дальше можно, допустим, нанести еще какой-то финиш, добавить, если нужно добавить, к примеру, того же глянца. Так, краст. Краст вообще не тестировал. Вот на нем, в принципе, вода тоже впитывается. Не так хорошо, потому что это хромовое дубление. Но все равно, как мы видим, вода впитывается. То же самое, в принципе, можно увидеть, как капельки скатываются. А вот здесь внизу, там где средства нету, даже если капля скатилась, то она все равно оставляет после себя след. Значит, в принципе, с этим средством, я думаю, все понятно. Что мог, то показал, что вот какие кожи у меня есть в наличии, какие я смог, допустим, провести эксперименты с этим средством, я показал. Как итог хочу сказать, что средство мне очень понравилось. Его можно приготовить самому в домашних условиях, плюс можно сделать различные варианты, которые будут удобны. Я же говорил, там, допустим, добавить арома масла какие-то, или же поменять пропорции. Можно сделать его более жидче, можно сделать его с большим процентом, к примеру, воска, как вот есть уже рецепты, да, люди делают. Средство, оно оставляет такую вощеную поверхность на коже, защитную. Его можно использовать как финиш, и больше ничем там не обрабатывать. Или же, к примеру, как изначально основу, которая даст водоотталкивающее свойства защитной кожи, а потом уже сверху можно покрывать кремообразными там финишами. Вот. И тоже, в принципе, будет хороший результат. Как вариант, вот я просто на скорую руку, все так кривовато, у меня был скальпель, сделал из этой кожи ручку на него. Кожу полностью намочил, на мокрую сшил, и вот просто посмотрите, вскрывал только этим средством, вот этой вот пропиточкой. И то же самое вскрывал торцы. Да, это отдельный как бы случай, что этим средством можно вскрывать торцы. Вот посмотрите, как они полируются. Больше ничем, только этой пропиткой. Значит, почему попробовал еще торцы полирнуть этим средством? В общем, изначально я писал там видео о ремне из кожи с тисненным крокодилом. В общем, она при нагревании, вот у меня сликер, там я не знаю, сколько в нем оборотов, при нагревании, получается, на сликере остается краска, и она начинает тянуть кожу. Вот. Если, допустим, полировать там, клеем СМС, вот, тогда я попробовал взять на водной основе, на восковой основе вот это средство, и полируется вообще отлично, то есть на сликере ничего не остается, все заглаживается. То есть еще можно использовать как средство для торцов. Тоже, кстати, неплохое. Плюс торцы тоже будут как бы водоотталкивающие. Хотелось бы попросить всех, кто все-таки решится себе сварить данную пропитку. Возможно, будут какие-то варианты. Там, пишите комментарии, с какими-то другими кожами будете экспериментировать. Просто пишите, будем делиться опытом, потому что средство мне понравилось. И возможно, как бы в дальнейшем буду его использовать на постоянку в своих изделиях. И хотелось бы тоже получить какие-то комментарии от мастеров. Если какие-то у этого средства там
положительные, отрицательные черты, может на каких-то кожах оно наоборот себя плохо проявляет, потому что, допустим, вся растишка, которая у меня есть, оно себя очень хорошо показало, то есть пока никаких прям там негативных моментов я не заметил. Поэтому буду благодарен, если будете писать комментарии и делиться своим опытом в создании такой пропитки. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.